Всем привет! Даже опытные трейдеры порой путаются в том, что же такое пункты в ценах валютных пар и как их правильно считать. Сегодня мы разберемся в этом вопросе, и также я дам несколько полезных практических советов. Котировки акций и, например, биткоина выражаются в долларах. Здесь все понятно. Цена отображается в долларах и в центах. А вот на Форекс используется соотношение. Например, валютная пара фунт-доллар и ее текущая котировка 1,2709. Что это означает? Это означает, что 1 фунт равен 1 доллару и 27 центам. Но при этом присутствуют и другие цифры после 27. В данном случае 0,9 и еще 9. Что это за цифры? Это и есть так называемые пункты. При этом, оговорюсь сразу, пятая цифра после запятой — это не пункты, это 1/10 пункта. А вот 4 цифры после запятой — это пункты. Соответственно, если цена изменилась от 1,2473 до 1,2474, это плюс 1 пункт к цене. На пятую цифру внимания не обращаем. Если цена изменилась от 1,2473 до 1,2483, это плюс 10 пунктов. От 1,2473 до 1,2573 это плюс 100 пунктов. И от 1,2473 до 1,3473 это плюс 1000 пунктов. На пятую цифру внимания не обращаем. Почему? Ведь, казалось бы, стандартное определение пункта, которое мы находим в Википедии, это минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. То есть, казалось бы, по логике нужно считать пятую цифру после запятой, так как она наименьшая в измерении показателя. Но есть и другое определение пункта. Пункт от латинского точка, пунктум, оно же сленговое pips, от английского pip, percentage in point, соответствующая процентная доля. Это наименьший нормальный прирост цены валюты. Пункт — это 1/100 от 1% наименьшей единицы валюты — цента, пенса, копейки. Таким образом, для большинства валютных пар 1 пункт — это 0,301, то есть четвертая цифра после запятой. Стоит обратить внимание, что пункт и пипс — это одно и то же. Это четвертый знак после запятой. Однако на русском языке слово «пип» звучит как нечто уж совсем малюсенькое, и по этой логике некоторые называют пипсами именно пятую цифру после запятой, ту, на которую мы не обращаем внимания, так как для русского уха это звучит логично. Хотя на самом деле, если использовать опять же сленг, то пятая цифра после запятой — это 1/10 пункта, она же пипетка. Да, вряд ли вы такое выражение слышали, но оно присутствует. И если уж вам как-то хочется пятую цифру после запятой называть, она является пипеткой. Откуда пошла путаница? Дело в том, что изначально в котировках валютных пар всегда было 4 цифры после запятой. И поэтому, когда кто-то говорил пункты, ни у кого не возникало сомнений, о каких именно пунктах идет речь. 4 знака после запятой или 5 знаков после запятой, потому что всегда и везде было 4 знака после запятой. Однако в 2000-х годах брокер Аанда первым, насколько мне известно, ввел десятичные пункты, чтобы дать клиентам более меньшие спреды. И появилась пятая цифра после запятой. И после этого возникла некоторая путаница. Более опытные трейдеры называли пунктами именно то, что ими является, а именно проценты от центов. А более неопытные трейдеры, так как они не видели 4 знака после запятой, а видели сразу 5, называли пунктами пятую цифру после запятой. И даже возникло выражение «старые пункты», это когда речь идет о 4 знаках после запятой, и новый пункт, если вы считаете за пункты 5 знаков после запятой. В описании любой стратегии, на любом форуме, везде в интернете, где вы видите без уточнений, что 16 пунктов для стоп-лосса, допустим, и 45 пунктов для take-профита, речь идет о старых пунктах, о 4 знаках после запятой. И для котировки 1,2709 и 0,9 пункта движение в 16 пунктов приведет к котировке 1,2725,9. Как считать, сколько прошла цена в пунктах? Проще всего не обращать внимания на пятую цифру после запятой. Точно так же, как в магазине, если хлеб стоит 50 рублей 30 копеек, то вы не обращаете внимания на копейки, а для вас в вашей голове хлеб стоит 50 рублей. Точно так же и с пунктами. Пятую цифру просто игнорируем. Если речь идет о котировках пар с иеной, то игнорируем, как вы наверняка уже догадались, третью цифру после запятой. В книгах, а также на некоторых форумах вы можете встретить такое выражение, как фигура.
цена сдвинулась на целую фигуру. Это означает, что цена сдвинулась на 100 пунктов. Раньше, когда я видел это выражение, я думал, что речь идет о какой-то очень крупной свече, что-то типа вот такой, когда говорится, что цена сдвинулась на целую фигуру. Но на самом деле это 100 пунктов. У основных валютных пар, в которых вы видите 5 знаков после запятой, мы забываем про пятый знак и считаем 4 знака после запятой за пункты. В парах с иеной мы считаем за пункты 2 знака после запятой. А как быть с непривычными, неизвестными, малоизвестными инструментами, такими как биткоин или, скажем, золото? В случае, если у меня есть сомнения по поводу того, как считать пункты по тому или иному малоизвестному, малознакомому мне инструменту, я иду на сайт myfxbook.com. Это сайт для создания мониторингов стратегий, советников, мониторингов торговли. И в поиске вбиваю нужный мне инструмент, допустим, биткоин. И в разделе «Системы» захожу на любую, это мониторинги торговли чьих-то систем, на любую чью-то систему, может быть это советник, ручная торговля, абсолютно неважно. Главное, чтобы была какая-то история торговли. Далее иду в историю, и здесь я вижу какую-то позицию. Вот человек продал биткоин, цена открытия 62 938, цена закрытия 63 195,85, и его убыток составил 257 пунктов по системе подсчета MyFXBook. Таким образом, несложно догадаться, что за целые пункты недробные в инструменте BTC-USD, то есть в биткоине, считаются доллары. И, соответственно, если цена биткоина выросла на $100, выросла на фигуру, то значит она выросла на 100 пунктов. И если цена биткоина изменилась на $1000, значит цена биткоина изменилась на 1000 пунктов. Также в MT4 и в MT5, если нажать на колесико мышки, то появится вот такой инструмент для измерения пунктов. И вы можете измерить, сколько пунктов цена прошла за последний месяц, день, неделю, полчаса и так далее. Давайте измерим, насколько цена изменилась за день, на сколько пунктов. Нажимаем на колесико мышки, удерживаем левую кнопку мыши и тянем указатель до того момента, от которого мы хотим начать отсчет. И мы видим, что за последние сутки цена изменилась на 875 новых пунктов, 5 знаков после запятой. В терминале отображается именно так. Мы помним, что пятый знак мы не учитываем, так как это дробные доли пункта. И, соответственно, делаем вывод, что цена за последние сутки изменилась на 87,5 пунктов. Как рассчитать стоимость пункта для той или иной валютной пары при определенном лоте? Есть формулы, они перед вами. Можете долгими зимними вечерами рассчитывать. Но я вообще не любитель формул. У нас на сайте в разделе «Инструменты, калькуляторы» есть расчет стоимости пункта. И здесь вы можете выбрать нужный вам инструмент, ввести количество пунктов, объем торговли, например, 0,1 лота, и автоматом посчитается стоимость пункта. В данном примере $1.47. Естественно, имеются в виду старые пункты. Формулы и калькуляторы — это хорошо, но для основных валютных пар, кроме иены, есть более простой способ расчета стоимости пункта прямо в уме, не прибегая ни к каким калькуляторам. Стоит помнить, что для пары евро-доллар при лоте 0,1 один пункт, один старый пункт, 4-знак, стоит $1. Соответственно, легко предположить, что при лоте 0,1 у нас пункт будет стоить $0,1. При лоте 0,5 один пункт будет стоить $5 и так далее. То же самое примерно верно для других валютных пар. Например, для пары фунт-доллар. Для пары доллар-канадец будет стоимость пункта поменьше. Для многих валютных пар, вот как видите, новозеландский доллар, эта зависимость сохраняется. Один пункт при лоте 0,1 стоит $1. И легко предположить, что при лоте 1 пункт будет стоить $10. Ну и, конечно же, вы в любой момент можете воспользоваться калькулятором расчета стоимости пункта на нашем сайте. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, и вы больше никогда не будете путаться в подсчете пунктов на Форекс. Заходите на наш сайт tellab.com, на наш форум, ссылки в описании, там очень много всего интересного.